Здравствуйте, дорогие украинцы! Здравствуйте, дорогие болгаре! Здравствуйте, дорогие христиане! В Киеве на горе стоит памятник князю Владимиру. Этот памятник держит в руке крест. Такой же памятник стоит в Москве. Этот памятник символизирует духовную оккупацию моей родины, Украины. Владимир принудительно крестил жителей Украины в реке Почайна. 28 июля или в следующем году 15 июля в Украине будет отмечаться День духовной оккупации Украины, который назван Днем ее государственности. Принудительное крещение – это антиканонический акт, за который священника, совершившего такой акт, следует извергать из священного сана. Владимир пошел на такой шаг для того, чтобы укрепить свою оккупационную власть в Украине. Русь пришла на Украину в IX веке, в 862 году, под руководством Олега, который, убив Аскольда, потребовал у народа прекратить платить дань как признак порабощения хазарам и начать платить эту дань, остающуюся признаком порабощения Руси. И вот потомок Олега, потомок оккупанта, стоит в виде каменного изваяния на Киевской горе, как символ оккупации Украины Русью. Вторым символом оккупации Украины является язык Руси. По утверждению Ирины Фарион, этот язык – это староукраинский язык, от которого произошел современный украинский язык. Итак, фактически, украинский язык – еще один символ оккупации Украины, который искусственно насаждается на территории Украины. Русский язык, произошедший от староболгарского языка, изгоняется из всех сфер публичной деятельности, в том числе из сферы государственного управления, из сферы образования, из сферы торговли и дискриминируется в трудовых отношениях. Нельзя работать преподавателем и преподавать на русском языке. Нельзя работать госслужащим и обслуживать на русском языке. Нельзя работать продавцом и обслуживать на русском языке. Такая ситуация возникла в связи с византийской духовной оккупацией Украины, которая в VII веке называлась Великая Болгария. Великая Болгария управлялась христианином
ханом Кубратом, который похоронен в Полтавской области, Новосанжарском районе, в селе Малая Перещепино. В этом селе стоит памятная стела, на которой изображен знак рода Дула, который освободил болгар от аварского ига и под управлением которого болгаре создали суверенное государство Старая Великая Болгария, располагавшееся на территории Поднепровья, Крыма, на Дону и на Кубани. После захвата хазарскими войсками, направляемыми византийцами, ига хазар длилась 200 лет, после чего в 862 году началось очередное иго Руси. И вот символ ига, символ оккупации, в том числе и духовной, стоит в виде каменного изваяния на Киевской горе. Болгары частично остались под оккупацией хазарской, а теперь под русской оккупацией, а частично ушли на Дунай, где успешно одержали военную победу над хваленым византийским войском. Болгария свободная страна, член НАТО, так же как и член НАТО Венгрия. Почему же украинцы не просят Венгрию ввести войска НАТО в Украину? Не будем отвечать на этот вопрос, но вопрос очень интересный. Кто же по национальности, по этническому признаку граждане Украины? Являются ли они этническими украинцами или это этнические болгари? Я болгарин этнический. Язык мой русский, родной, происшедший от староболгарского языка. Этнический украинец – это потомок Руси, оккупировавший Украину. Украинский язык – это язык оккупанта моей родины, которую Русь оккупировала под руководством Олега. 28 июля в этом году, 2023, и 15 июля в следующих годах Украина будет праздновать День оккупации Украины Русью. Для меня этот день не будет праздником, поэтому я, как болгарин, как гражданин Украины, не буду отмечать так называемый День государственности Украины, являющийся фактически днем ее оккупации Русью. Спасибо за внимание. До новых встреч.